Роман, привет, Да. во-первых. Здравствуй. Привет всем, кто смотрит это видео. У нас первое интервью полноценное с Романом, с Resolution, с нашим Первое новым было в игроком. аэропорту. Ну, это Такой было такое бриф. подготовительное, да, такое. У тебя состоялся первый медиа-день на буткемпе Virtus.pro. Расскажи, как это было? Слушай, ну это был реально крутой медиадень, у меня таких не было. То есть тут ты не просто там ручки скрестили, ручки в карманы, и все на этом закончилось. Тут было что-то интересное, какие-то новые позы. Фотограф очень крутой, харизматичный парень, он как бы тебе помогает с этим. То есть ты где-то не знаешь, какую позу сделать, он тебе там расскажет все это. То есть это такая прикольная атмосфера здесь была, так сказать, и обычная нудная, так сказать, мероприятие типа медиадня сегодня прошел довольно-таки, знаешь, excited. И до сих пор мы с Ромой сидим на буткемпе, тут все заставлено техникой, приборами всякими световыми. Это вот... 3 камеры, 3 разных плана. Да. Ну, все профессионально, другой уровень. Добро пожаловать, еще раз повторю. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя были до прихода в Virtus.pro другие варианты? Попробовать себя в других командах? Да, парочку вариантов у меня было, но это было не то, что я хотел, так сказать. Смотри, есть такая история, о которой никто не знает, наверное, публично. Но она происходила вот у нас с тобой на позапрошлом инте. Так. Один капитан одной очень известной команды подошел ко мне и сказал: срочно свяжи меня с Резолем. Хочу, чтобы он играл в нашей команде. Ты тогда отказался. Да. Это ошибки молодости, знаешь, Мария? Вот. Ошибки, о которых ты жалеешь потом весь год. То, что ты сейчас здесь, это значит, что ты усвоил урок? Однозначно, да. После того, как мне поступило это предложение, я просто не раздумывая, я уже основываясь на мой предыдущий опыт, на мои ошибки, где-то никуда-то не перейти, я все это исправил в этом году, и я сразу же отправился в Москву. При том, что у меня была очень тяжелая ситуация, я как бы оставлял ребят там за 2 дня, по сути, до квалификации без керри-игрока, но, как бы, как я уже говорил, когда такие возможности у тебя появляются, you gotta seize the moment. Они уже нашли тебе замену или стендин у них просто? Да, они взяли Бракса на оффлейн, и Му пересел на керри. Не кажется ли тебе текущая ситуация похожей на ту, когда ты переходил в OG? Кажется, конечно, кажется. Но здесь просто по-другому. Здесь люди, которые близки ко мне по менталитету, по духу, по языку даже, понимаешь? То есть там я приходил, я был, знаешь, такой свой среди чужих. Ты был +1, да? Я был +1. Здесь я не чувствую себя так. Я здесь чувствую себя реально частью команды. Уже. Хотя мы играем там неделю только вместе. А как думаешь, вот тот же Егор или тот же Виталий, они смогут себя почувствовать вот на время квалификации частью команды? Я сделаю все для того, чтобы они смогли себя так почувствовать, да. Я очень сильно в этом году буду обращать внимание на то, как вот мы будем строить отношения между друг другом, потому что это командная игра, это самое важное, что есть, в принципе. Учитывая то, что мы уже очень хорошие игроки, каждый из нас индивидуально, но нам нужно стать лучшей командой. Да, ну, кстати, я хочу отметить, что я давно за тобой наблюдаю, естественно, да, последние 3 года. И я заметила, что ты всегда, когда ты в команде, ты очень много, знаешь, стараешься разбавить атмосферу, разрядить ее, со всеми пообщаться. И насколько я сделала вывод, раньше в других командах это не встречалось так же вот приветливо, знаешь, со стороны других тиммейтов твоих. Да, безусловно. Мне было очень сложно, знаешь, там вот, допустим, такая активность, как фильм посмотреть вместе или там выйти куда-то поиграть в баскетбол вместе. Вот мне было сложно ребят там, знаешь, как-то заставить, расшевелить, да, чтобы они пошли вместе с нами, всей командой это сделать, да. То есть много парней из прошлых команд, они были, знаешь, такими немножко замкнутыми, немножко им хотелось там личного пространства, немножко они там хотели пойти себе в комнату книгу почитать там или что-то такое, знаешь. Но вот командных активностей вот сложно было мне, знаешь, привнести это в команду. Здесь, я думаю, в этом проблем не будет. Произошла такая забавная ситуация. Один Рома улетел в Америку, другой Рома вернулся из Америки. Да, но он в СНГ. как бы в Канаду сейчас пока улетел, не в Америку. Там но туда же. Туда, вот, да. И там, и тут есть опасения и у комьюнити, ну, в целом, да, говорят, что а хватит ли фарма командам на карте? Что с тобой, что с ним? Ты как считаешь? Как ты будешь играть? Я считаю, играть? что мы с Ромой умные игроки, и мы знаем, что позиция оффлейн — это не позиция третьего керри. Это позиция, где ты немножко себя должен приносить в жертву, немножко фармить меньше, немножко делать больше активности на карте. То есть, это все как бы понятно, и нам нужно просто немножечко перестроить свой плейстайл,
что не будет проблемы ни для него, ни для меня, потому что мы оба играли в прошлом на оффлейне. Я там меньше, чем он играл, думаю, по времени, но все же, типа, опыт имеется, и сейчас у меня понимание конкретно этой роли, оно хорошее, оно с каждым днем увеличивается, в чем мне также ребята помогают. И, ну, нужно время, понятное дело, но я не вижу в этом никакой проблемы. Собственно, про оффлейн еще хотела тебя спросить. Ну почему ты пересел вообще на него? Что Смотри, послужило толчком? Последние пару лет я играл на керри, мне нравится роль, но при этом ты первые 20 минут очень мало влияешь на игру. То есть 15-20 минут ты, по сути, можешь там выиграть либо проиграть линию, но при этом ты дальше там можешь забрать, там, помочь команде Tower, но ты при этом фармишь дальше, ты бьешь крипов. А оффлейн — это такая роль, которая имеет много импакта на ранних стадиях игры. То есть ты очень быстро подключаешься к команде, ты очень быстро какие-то создаешь прессинговые движения на карте, и ты как бы задаешь темп. И вот мне хотелось как бы влиять, потому что большинство моих игр было проиграно до 20-й минуты, и было сложно. Ну да. Поэтому очень хотелось как бы задавать этот темп самому. И, ну, как бы, и мне нравится и герои, и сам плейстайл оффлейнера, поэтому мне эта роль очень сейчас заходит. Ну, то есть даже, наверное, получится так, что вот у нас молодой Егор на керри, такой он еще не совсем опытный, да, в про-команде, а вы как раз-таки те, кто имеет какое-то влияние на начальные стадии игры, вы будете ему как раз создавать все условия. Да, примерно так. Круто. Но при этом Егор, вот, он очень много также говорит по игре, что для керри как бы не свойственно, но вот он такой же, как Рома, по сути, в этом плане. И это круто. То есть он молодой, но при этом он еще много говорит по игре. Да, я, кстати, спрашивала его, типа, а не стесняешься ли ты, не боишься ли ты, когда в игре нужно колить, да, что у тебя такие авторитеты с тобой в команде? Он говорит, это просто, типа, мои тиммейты. Да, так и это есть. круто. Да. Ну, то есть он вообще не застенчивый парень, насколько я поняла. Такой, ну, в Вообще плане нет. в рабочем. Да, любая мысль, которая к нему приходит, он сразу же ее озвучивает. Иногда даже не думает, он сразу же ее озвучивает. Он сейчас ходит там на втором этаже, говорит, давайте разберем игру. Да. Предстоящая неделя будет очень жаркой. Киберспортивный сезон набирает обороты. Впереди у нас очень много классной доты. Нас ждут игры в рамках квалификации к китайскому мажору, к саммиту, а еще старт лиги Париматч. Мы предлагаем болеть за ВП в компании наших партнеров Париматч. Для всех фанатов Virtus.pro мы подготовили бонус 100% на депозит. Чекайте ссылку и регистрируйтесь. А как думаешь, какие изменения принесет новый большой патч? Что ты ждешь с него? Ой, да сложно об этом рассуждать. Типа вот это если бы, да кабы. Я просто буду ждать этого патча и как бы действовать по ситуации. Ну, как бы последние года уже не было конкретно таких прям супер кардинально меняющих геймстайл и геймплей патчей, поэтому, ну, в основном на протяжении года, конечно, да, идет эти минимальные, там, -2 армора плюс 3 дэмэджа, такого плана, а я не знаю, что тебе сказать, я не могу, как бы, предиктить, что там будет меняться. Ну, ЗВП закрепилось, что они довольно быстро изучают новые патчи, начинают одни из первых им пользоваться хорошо. Я, кстати, понимаю почему, потому что ребята очень много общаются между собой. Да, ты думаешь, из-за этого в основном, конечно, да, все получается? Конечно. То есть любой момент, это любая микрофишечка, это все обсуждается сразу, поднимается на обсуждение, это все, ну, это очень круто. От сезона в целом, есть у тебя уже у самого лично какие-то предчувствия по каким-то составам? Сейчас очень много решафлов произошло, очень сильно все поменялось. Ну вот твои такие взгляды на вот эти новые составы. Ну смотри, я думаю, альянсы станут немножечко посильнее, потому что они перешли в другую организацию, и как бы Liquid уже показывали, что у них чемпионские составы. Да. То есть это и КС, и Dota. И, ну, я верю в то, что себя нужно окружать лучшими людьми, и иметь хорошую команду игроков — это хорошо, но иметь еще подкрепление лучшей организации, то есть одной из лучших, да, это очень круто, потому что они тебе тоже много могут дать. Там, будучи это хороший буткемп, хорошие условия, либо там какого-то психолога могут тебе найти, Ну да. тренера, то есть это все решает. Поэтому, я думаю, альянсы станут немножечко сильнее. Понятное дело, Secret OG... Это Liquid теперь. Ну, текущие Потому что Liquid, да. Лода и Келли будут набирать новый альянс. Понимаешь? Кстати, да, вот этого я не знаю, кто у них там будет в следующем составе. Все, это не альянс, это Liquid. Ну, уже Liquid, да. Secret OG, бывшая Liquid, я не знаю, что они там, какую ауру они, может, сами, я слышал, хотят что-то сделать. Ну да, либо еще переговорчики там по разным
канальчикам. По разным канальчикам. не Ну, не важно. знаю, в общем, что у них там происходит. Ну вот вся Европа, по сути, вот эти 4 команды, а, А СНГ? Нави, мне кажется, они усилились, когда Паша перешел к ним. Гамбиты, у них весьма такой, знаешь, promising roster. Promising roster. Как будет promising? Многообещающий состав. Многообещающий состав, именно. Там ГПК, Dream, молодые тоже ребята на корах. Новый состав Самуила Явара, 2 братья, наконец-то. Они Наконец-то, да. бок о бок будут сражаться. Там, ну, Квинси тоже- Крю. Да, Квинси Крю. Не знаю, кстати, кто их подпишет, тоже, может, какие-то Cloud9. Вот. А что Ну, думаешь по ЕГЭ. поводу ситуации Винстрайк? М, Я не знаю, они там посвапали уже игроков 5 с начала сезона, да, они просто лузают игру, сразу же меняют при этом игрока, там приходит Бадян, говорит, Нофир, что ты делаешь? Нофир говорит, ну, короче, я не знаю, что у них там происходит, там это просто мемы, шутки, ну, как так можно? Ты, если берешь состав, ты должен с ним, ну, хотя бы, там, не знаю, пару месяцев поиграть, посмотреть, что работает, не работает, наладить как-то рабочий процесс. Ну, это, блин, это 2019 год. У тебя вот такие вещи происходили там в 15-м, в 16-м, Когда знаешь, стаки максимум. собирались, да. Конечно, но это уже профессиональная команда. Ты собираешь ростер на весь сезон. Типа должен, ну, работать на перспективу. У тебя Не есть знаю. уверенность, что в ВП, если что-то пойдет не так, ты оступишься один раз, что-то там не получится у вас, то такого не произойдет? Конечно. Мы изначально, ну, на год себе строим планы. И как бы понятное дело, что, допустим, даже я сейчас, я не в лучшей своей форме на оффлейне именно. Но я буду стараться и импровиться с каждым днем. Какие вообще установки вам сейчас Леха дает? Как тебе вообще стиль капитанства, Лехин? Ну, он сейчас хочет играть такую, знаешь, уникальную доту. Понятное дело, что я не буду говорить, как мы это все будем делать Ну, понятно. конкретно, но мне очень нравится его видение игры. Оно уникальное, и я как бы кайфую с этого, потому что я понимаю, что чтобы выигрывать, нужно делать то, чего не делают другие. И в этом я его полностью поддерживаю, и мне очень круто, ну, наблюдать за этим, быть исполнителем этого. Ну, у тебя разные же были капитаны. Да. Под Лехиным началом каково? Супер круто. Знаешь, вот ты чувствуешь, что он капитан, но ты чувствуешь, что он не ставит себя выше других. Это вот, я не знаю, как он этого добивается, но это очень круто. 3 причины болеть за Virtus.pro в этом сезоне. Ромка вернулся в СНГ. Так, 3 причины. Ну, блин, Витязи, медведи русские, как бы, как украинско-русские. Самый да? русский медведь до сих пор. Да, ну мы с Вовчиком там еще Да. за неньку. 3-я причина, не знаю, мы постараемся показывать реально классную тир-1 доту, то есть за которой приятно будет наблюдать. Я в вас не сомневаюсь. Спасибо тебе, Ромка, большое. И А ты мне дашь кулачок? А я- Потому что есть такие, которые не дают. которые не дают. Ты хоть мне дашь кулачок? Потому что были такие, которые не давали. Это старый мем, ребята, если кто не знал. И у меня просьба большая. Знаешь, с тех пор, как Рамзес покинул нашу командочку, Так. некому больше говорить последнее слово. Ребята, я безумно хочу, чтобы вас становилось еще больше на наших каналах, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся. До скорых встреч.